Добрый день, девочки и мальчики, а также их родители. Вы можете меня сегодня поздравить. Ой, голова болит. Опять я всю ночь не спала. Посмотрите, как я выгляжу. У меня голова как маятник, как маятник. Спать хочу. Ложусь спать. Спать хочу, да? Уже так устала, уже вот меня мотает в разные стороны, как пьяную. Спать хочу. Не могу. Лягу, глаза закрою. Не могу спать. Ворочусь сбоку на бок, ворочусь. Не могу спать, и все. Хоть верите, хоть не верите. Уже сил нет. 2 часа я сегодня спала. 2 часа под утро уснула. Потом подошел Артур. Мне пришлось проснуться. Я как Ванька-встанька. Как зомби. Не могу. Расстроилась вся по ребятам. Погибшим, которые под монетизацию попали с Челябинска. Вообще. Короче, просто не могу. Плакать уже устала я. Очень много плакала. Очень много. Плакать устала. Вообще мысли с головы не выходят никуда. Сил у меня никаких нет. Голова вообще уже... Глаза слипаются, спать не могу. Ужас. Глаза болят. Мозги все сдавило. Ой. Сегодня подключили мне монетизацию. Так что можете меня поздравить. Как я это сделала, я вам не буду говорить. Секреты. А секрет от Багира я вам не буду раскрывать. Вот. Подключили партнерку. Все дела. Все дела сделала. Теперь только осталось зарабатывать деньги, блядь. Как они будут зарабатываться, девочки, я не знаю. И смех, и грех. Посмотрите, какую красоту сегодня сделал Артур. Вот. По поводу гипсокартона вы пишете влагостойкого. Вы думаете, что я такая глупая? Что я не знаю, что такое влагостойкий гипсокартон? Не влагостойкий. Я все хорошо знаю, куда, какой этот гипсокартон втыкать. Вот. У нас здесь был простой гипсокартон, который держался на простом клею. Вот. 7 лет на соплях, когда и дом построили. И ничего. Почему я должна сюда на кухню покупать влагостойкий? Влагостойкий у нас, гипсокартон вообще пользуется, где влажные помещения. То бишь ванная. На кухне у нас сухо. У нас влажности нет, это я понимаю, да. Если помещение влажное, стоит влага. Кто-то другое дело. Вот на первом этаже у нас в той квартире, которую мы купили на первом этаже, у нас там... Я вчера была, кстати, заходила, мне там надо было заплатить. Пришел у меня газовщик, проверял газ. Там у меня сейчас девчонка живет с детьми, съезжает она через 2 дня. Я очень недовольна, молодец, конечно, она большая. Денежки все вовремя платит. Вот. Ой, там влажно. Да, там прям вот заходишь в квартиру, и, видимо, готовит она там, что там прям, чувствуется влажно. У меня здесь квартира очень сухая. Мы живем здесь на 2 этаже. Квартира у меня теплая, сухая. Новый дом. Не панельный, кирпичный. Так что не надо мне воспитывать и учить, какой гипсокартон мне куда втыкать. Я не первый день на свете живу и не первый раз замужем. Вот это место мы решили, ничего не делать за мойкой. Оставим так. Вот, этот кусок гипсокартона он свой принес, потому что не хватило. Тут отбавили, потому что пойдет плитка. Пойдет сейчас плитка. Сегодня-завтра. Вот, видите? Вот этот новый гипсокартон, который был у меня, сделали сверху. Вот такая красота.
Бардак сейчас помыла, убрала, пол протерла. Ну, как всегда, что сыпется, все, надо еще обдирать вот эти обои. Мочила. Колька вчера вот тут намочил, он отодрал. А я вот тут мочила. Обои очень тяжело отдираются, вот эти моющие обои, это просто какой-то конец. Я так сильно тряпкой намочила, пыталась, короче, отодрать скребком. Ничего у меня не получается. Думаю, колечко придет, намочит и пускай отдирает. Ему заняться нечем. У меня голова как это, знаете, у меня не то, что... Даже нет, у меня даже сил нет, честно сказать. Вот. Сил нету, девочки. Ни настроения, ни сил. Я как зомби хожу. Вот просто как зомби, понимаете? Знаю просто, что надо делать. А так, желания никакого ничего нету. Вот. Вот такая красавица перед вами. Угу. Которая подключила монетизацию. Представляете? Я сама от себя в шоке бываю иногда. Во время санкций Ольга Викторовна подключает монетизацию. У себя на канале нормально? В России. Вот так бывает. Вот так бывает. В нашей жизни, говорит, все бывает, девочки. И под солнцем лед не тает. Так, где у меня Марточка? Тут. Ой, блядь, спать хочу, не могу спать. Мотает в разные стороны. Сейчас все вымыла, пол протерла, подмела сначала всю эту побелку, там тряпкой все ползала на коленках, потом шваброй еще раз протерла. На улице погода. Осень. Вот. Я вот знаете, что удивляюсь? Вот у меня, я рассказывала, да, у меня у тетки, ну, сын, ровесник моего сына, он военно обязанный, и был на Украине. Он один-единственный тоже у нее сын, у двоюродной тетки моей. Вот. Он женился, я уже рассказывала, просто, может, кто-то не помнит, я еще раз расскажу вкратце. Он женился 2 года тому назад на девчонке с 3 детьми. Вот. Он с армии он остался. В армию он пошел, и с армии он так остался там, в части. Вот. По контракту. Так и служит там. Потом он женился. Родился у них совместный ребенок, девочка родилась 2 годика. Вот. Всего у них на 2 4 детей. Мне купили они дом. Живут они там в Подмосковье. И вот он был на Украине. Ну вот буквально я с ней разговаривала месяц тому назад. Он, говорит, вернулся с Украины. Сейчас они проходят опять заново переподготовку. Вот. И опять, говорит, поедет туда. И знаете, когда вот я вообще, когда вот ее слушала, да, это еще до мобилизации все этот разговор состоялся, да, она так спокойно сидит на улице, рассказывает, да. Я говорю: Оль, ты волнуешься? Переживаешь, какие у тебя чувства есть? Она говорит: ну, конечно, волнуюсь. Ну, если, говорит, суждено погибнуть, значит, погибнет, говорит. Знаете, вот этот вот покой, да, меня просто, честно сказать, очень сильно, конечно, удивил. Шокирована была. Как так? Вот рассуждает так спокойно, да. Вот у нее муж умер в прошлом году. Он давно был парализованный. 7 лет лежал он у нее после инсульта. Я тоже тоже рассказывала. Вот. Она ухаживала. 7 лет и 7 месяцев он пролежал и ушел. Они жили все это время, он как сын ушел в армию, они все это время жили вдвоем. Сашей, царство небесное ему. Вот. А сейчас она уже как бы одна осталась, обдавела год уже, да? В августе был год. Ну вот. И сын-то у нее всегда приезжал раз в год в отпуск.
Всегда приезжал. Вот. Сейчас его давно не было. И она так это потом говорит. Да, я месяц тому назад с ней разговаривала. Месяц. Ну, может, чуть-чуть побольше. Вот, говорит, сейчас опять отправят, говорит, поедет этот. Сейчас, говорит, он это как бы учение проходит заново там. Ну, они этот, переобучаются. И опять поедет. И, знаете, так спокойная такая, знаете, как вот просто вот я вот, например, удивляюсь просто. Я почему я об этом говорю вам, да? Об ее спокойствии просто удивляюсь. И главное, много таких вот людей. Понимаете, жить одна, вот остаться вдовой, да, один-единственный сын служит, да, ну, он давно уже как бы, как вот с армии ушел, уже вот лет 10 он уже с ней не живет, да, вот, живет он самостоятельно. Ну, ладно, там у нее как бы, как-никак был муж, она занималась сам делами, да, своими, как-никак он хоть и лежачий был, но все равно не была одна и как бы отвлекалась. Сейчас она вообще осталась одна, и она еще говорила при жизни мужа, да, если, говорит, его не станет, если он умрет, ну, он тяжело болел очень, он вообще лежал, не разговаривал очень много лет, вообще высох весь. Тяжелый инсульт у него был. Она говорит, как Саша не станет, я, говорит, это не смогу быть одна, я, говорит, поеду, мол, к сыну, это, буду там, говорит, это, нянчиться, там, жениться у меня, говорит, внуки будут туда-сюда. Вот, он мне, говорит, сказал, мама, я тебя заберу к себе. А сейчас я ее спрашиваю как-то летом. Я говорю, а что ты не едешь, говорю, Оль? Она говорит, а я не хочу. Я хочу сказать, да, девочки, меня удивляет вот этот покой. Спокойно так рассуждать и сказать, ну погибнет, погибнет. Что теперь? Вот этот вот, знаете, вот эти слова, вот, они у меня из головы, юные слова не выходят. Я вот вам не вру ничего, да я истинно Богу говорю, да? Я вот сейчас говорю, у меня прям ножом по сердцу вот это режет. Мы сидели с ней у подъезда на скамейке, вот, разговаривали эту тему, да? До мобилизации, еще раз повторяюсь. Когда он у нее уже был тогда на Украине-то. Там как по контракту, что ли, его отправили, получается. Вот. И она так, знаете, ну погибнет, погибнет. Что теперь? У меня вообще на тот момент уже было страшно за ее сына. Хотя еще тогда не было мобилизации. Понимаете, за чужого ребенка мне было страшно, да? Такие слова она произнесла, да? Мне прям жутко стало, понимаете, так? Неприятно, страшно. Ну, нехорошо мне стало на душе. А сейчас вот случилось у нас теперь эта беда, да? Даже вообще не хочу озвучивать словами. Прям боюсь даже каждое лишнее слово говорить. Вот, и я не могу себе найти место. Я не могу себе найти покой. Это не потому, что я уже говорила. Еще расскажу, что для меня вот, например, да, вот, ну, в отличие от таких матерей, как она, для меня мой сын – это мой воздух. Это моя жизнь. Это все для меня. И поэтому я просто, знаете, вот вспоминаю вот эти слова. Я с вами просто делюсь с вами своими мыслями, да, почему я не могу не спать, ничего, да, у меня голова вот такая вот, квадрат какой-то. И думаю, вспоминаю слова и думаю, да, как себя настроить на такие мысли, да? Вот так вот мыслить, думать, да, я не могу. Я как бы думала, ну как бы себя так настроить, да? Приобрести такой душевный покой. А у меня не получается. Почему у меня не получается? Почему вот у некоторых людей получается, у некоторых родителей, матерей, да, так себя настроить? Она живет спокойно, размеренно, понимаете? Вот. А я не могу. А у меня не получается.
Я вся на нервозе, у меня постоянно какой-то вот эта тревожность душевная, да? У меня нервозность душевная, тревожность, страх, боязнь за своего сына. А, ну это постоянно, постоянно. Вы даже не пишите, что я куда-то пошла к какому-то психологу, там, психотерапевту обратилась. Мне это не поможет. Зачем я буду травить себя какими-то препаратами ненужными для меня вообще? Я, какие бы мне препараты бы не назначили, какие-то таблетки, да, там, я не знаю, всякие там успокоительные, я не смогу перенастроить себя, свои мысли. Это нужно себя перенастроить, понимаете? Свой мозг надо перенастроить. А я не смогу перенастроить себя. Зачем я буду ходить по врачам, пойти к психиатрам, просить какие-то успокоительные лекарства, да, или еще что-то? Зачем? Они мне не помогут, потому что я не могу перенастроить свои мысли. Я пытаюсь, а они не перенастраиваются у меня. Вот так. Не могу я перенастроиться. Мне легче вообще умереть просто, понимаете? Мне легче так. Если я умру, мне даже легче будет, что я умру, да, чтобы не было этих мыслей, вообще меня не посещали. Я зомбированной какая-то стала. Я стараюсь не плакать. Я уже проплакалась, да? Я много плакала. Я сегодня под утро плакала. С 4 где-то до 6 я плакала. Потом думаю, сколько можно плакать? Перестаю плакать. А потом опять, вот сейчас я вам говорю с вами, доделюсь. А у меня опять вот эти вот мысли посещают плохие, да? И у меня опять все назад возвращается. И не пишите мне, чтобы я смогла успокоиться. Как-то я не успокоюсь, понимаете? Я не успокоюсь, потому что у меня нету рядом со мной моего сына. Не знаю, что будет дальше. У меня постоянно плохие мысли мне в голове. Вот. У меня потерян смысл жизни вообще. Он у меня потерянный. И я не смогу успокоиться, пока я не увижу рядом со собой своего живого, родного, своего живого, здорового своего мальчишку. Пока он со мной рядом не будет, я не успокоюсь. Вот. Я успокоюсь только тогда, когда он придет домой, я его увижу живого и здорового. Тогда я успокоюсь сама. Мне не надо никаких таблеток, мне ничего не надо. Я сама успокоюсь. Я его обниму, поцелую, прижму к себе вот так своего мальчика. И у меня все сразу станет на свои места. А пока этого не наступит, я не успокоюсь. Я просто не успокоюсь. Вот. Не знаю, сколько это по времени продлится. Я не знаю. Если я не сойду с ума, значит, не сойду. А если сойду с ума, значит тому и быть. Чему, говорит, быть там? Чему быть? Чему быть, как говорят, того не миновать, да? Вот так. Майка торчит вообще. Вот насрать мне. Хоть вот эти бретелики, майки торчат, мне вообще насрать. Ничего не хочу. Вообще белый свет не мил у меня. Вообще. Вот
Вот меня удивляют такие вот люди, которые спокойно. Как так можно жить спокойно? Я не могу. Я пытаюсь, у меня не получается. Никогда не получится. Вот как-то так. Поделилась с вами своими мыслями. Волосы седые вон. Ничего не хочу. Ни стричься, ни краситься не хочу. Ничего не хочу. Ничего не хочу. Вон седина появилась. Видите, сколько седины? Надо краску покупать, краситься. Ничего не хочу. Никакого настроения нет. Ничего не охота мне. Ничего не охота. Ни краситься, ни стричься. Вообще ничего не охота. Так, живу как бы, знаете, как на автопилоте в каком-то. На автопилоте живу и все. И все. Без интереса вообще живу. Просто живу и все. Вот просто живу.